Всем привет, меня зовут Никита, вы на канале GoodZone. Сегодня я записываю видео в непривычном для своего канала формате. Я постараюсь сделать свой первый серьезный видеообзор на оборудование, которое используется для видеосъемки. И на обзоре у нас сегодня продукция от компании Gimbal. Это внешний накамерный монитор ZO600M и совместимая с ним система беспроводной передачи видеосигнала ZO600S. Сразу хочу сказать спасибо компании Zero One Video за предоставленные для обзора продукты. Ссылка на их магазин будет в описании под этим видео. Ну а начнем мы обзор с кратких технических характеристик этого оборудования. Поехали! Внешненакамерный беспроводной Wi-Fi монитор ZO600M имеет экран диагональю 5,5 дюймов, максимальным разрешением Full HD и яркостью до 1000 нит. Монитор оснащен двумя портами HDMI, вход-выход соответственно, выходом на наушники, разъемом питания, Type-C разъемом, а также слотом для карты памяти. Также монитор оснащен двумя отсеками для аккумуляторов типа NP-F. Монитор поддерживает 3D LUT, а также много других вспомогательных функций для контроля изображения. Это и всевозможные Wave и RGB формы, гистограмма, вектроскоп, а также маркеры и безопасные зоны. Монитор позволяет изменять соотношение сторон отображаемого видео. Также этот монитор позволяет работать с аноморфотными объективами. Доступны такие коэффициенты аноморфирования, как 1.33, 1.5, 1.65, 1.8 и 2. В мониторе также доступна функция фокус-пикинга с регулируемой чувствительностью. Для контроля экспозиции также предусмотрена так называемая зебра. Кроме этого, есть уже встроенный False Color и поддержка различных 3D LUT, как я упоминал ранее. По умолчанию в монитор загружено несколько лутов для преобразования и работы с логарифмическими профилями, но вы можете спокойно загрузить свой собственный лут, используя microSD-карту. Также можно применять кривые для корректировки гаммы, доступные кривые для гаммы 2.2, 2.4, 2.6. Есть возможность работы с HDR изображением и изменения температуры снимаемого видео. Кроме этого, в монитор встроена функция телесуфлера, что не очень часто встретишь на такого рода девайсах. Помимо всего прочего, данный монитор может записывать видео прямо на карту памяти microSD, однако назвать его полноценным видеорекордером нельзя, потому что максимальный битрейт не очень высокий, это где-то до 25 мегабит в секунду, и отсутствует возможность выбора кодека. По умолчанию он пишет в кодеке H264. Ну а как вспомогательная функция сойдет. Ну а вишенка на торте от этого объектива — это, конечно же, его возможность беспроводной передачи видеосигнала. При этом для использования этой функции вам не нужно докупать дополнительное оборудование. Достаточно просто скачать штатное приложение для iOS, и вы уже на экране своего iPhone или iPad можете видеть транслируемое видео через Wi-Fi. Данное приложение также поддерживает запись видео прямо в память телефона или сохранение фотографий. В целом про монитор все. Более детальное описание спецификации и его характеристик вы найдете на сайте производителя. Ну а мы переходим к обзору совместимой с ним системы беспроводной передачи видео. Система беспроводной передачи видеосигнала ZO600S представлена в виде одного Wi-Fi приемника и одного Wi-Fi передатчика. Каждая такая приблуда оснащена одним HDMI разъемом и одним SDI разъемом. Также есть разъем для питания по USB Type-C и отсек для аккумуляторов типа NP-F. По использованию здесь все предельно просто. Wi-Fi передатчик вы подключаете напрямую к камере через HDMI, а Wi-Fi приемник вы подключаете к любому монитору, к накамерному, к большому монитору, к телевизору, где вы хотите транслировать этот сигнал со своей видеокамеры. Опыт использования данного оборудования
при моих съемках у меня нету, но мне кажется, что данное оборудование будет полезно фокус-пулерам или, например, режиссерам, которые сидят на отдельном кресле, у них есть отдельный монитор, и таким образом они могут без проводного соединения наблюдать картинку, которая снимается оператором на видеокамеру. В рамках своего использования я рассматриваю данную систему только как для повышения удобства. Например, когда отсутствует возможность напрямую подключить накамерный монитор к камере через проводное соединение. К примеру, это также может использоваться при съемке со стабилизатора. То есть в любом случае камера, соединенная с накамерным монитором по проводу, она так или иначе будет сковывать или ограничивать работу стабилизатора. Далее мы посмотрим, как эта система работает в действии, на тестах, но это уже будет в отдельном видео. А сейчас, до начала тестов, мы попробуем наладить трансляцию от текущей камеры, которая меня снимает, на данный накамерный монитор, подключим телефон и на монитор компьютера. Посмотрим, как это получится, посмотрим задержку, ну и на этом закончим обзор. Так, вот настроено изображение, значит, Wi-Fi передатчик подключен к камере, вот внешний накамерный монитор без какого-либо соединения, телефон, и вы можете наблюдать трансляцию сигнала на моем мониторе также без каких-либо проводов. Смотрите, к камере сейчас подключен Wi-Fi передатчик напрямую через HDMI кабель. Далее второй Wi-Fi передатчик подключен через HDMI кабель к моему компьютеру. Вы можете наблюдать, уже картинка транслируется. Ну и также по Wi-Fi происходит трансляция видеосигнала на накамерный монитор и на телефон. Ну а тест и работа данного оборудования уже, например, на стабилизаторе в реальных условиях съемки будет в следующем видео. Так что спасибо за то, что досмотрели эту первую часть обзора до конца. Подписывайтесь на канал для того, чтобы не пропустить вторую часть видеообзора. Пишите в комментариях о том, что бы вы, может быть, хотели увидеть в этом обзоре. Может быть, как-то по-особенному протестировать данное оборудование. Все, с вами был Никита. Всем пока!